Российская ДРГ попыталась прорваться в Украину. В Авдеевке критическая ситуация, а российские активы готовятся передать Украине. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украинские артиллеристы столкнулись с критической нехваткой боеприпасов. Какие у этого последствия? Росіяни теж відчувають серйозну нестачу в артилерійських снарядах. Це теж факт, тому вони і безперервно їх і випрошують. Дональд Трамп развернул войну против американской певицы. Чем она ему угрожает? Их смотрят миллионы американцев, и, конечно же, Тейлор Свифт на сегодняшний момент самая популярная представительница шоу-бизнеса в Соединенных Штатах, если не вообще в мире. Владимир Зеленский на нуле. Президент посетил линию фронта. По-перше, маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити хлопців. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. Российская ДРГ в составе 10 человек попыталась прорваться через границу в Сумской области. Украинские военные сразу же начали стрелковый бой. Уже через несколько минут к ним присоединились минометчики, плотно накрывая огнем россиян. Диверсанты, понеся потери, изменили тактику и разделились на две группы. Одна эвакуировала тела раненых под прикрытием своей артиллерии, а вторая пыталась обойти опорный пункт с фланга. Тем временем к месту боя прибыла контрдиверсионная группа. По словам генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева, атака была отбита. Низкий поклон каждому украинскому воину, который стоит на защите нашей независимости и делает все возможное, чтобы приблизить нашу славную победу. Слава Украине! Украинские артиллеристы из-за нехватки боеприпасов больше не могут вести огонь наугад. Вместо этого вынуждены выбирать только конкретные подтвержденные цели. Как пишет Business Insider, Россия сохраняет преимущество в боеприпасах с начала войны, и за последние месяцы это преимущество лишь возросло. Украина сейчас выпускает в день лишь 2000 снарядов, тогда как Россия может выпускать до 10 тысяч. Росіяни теж відчувають серйозну нестачу в артилерійських снарядах. Це теж факт, тому вони і безперервно їх і випрошують. Що в Північної Кореї, що в Ірану, що в Китаю, що в інших там їхніх а-ля союзників. Там теж є свої моменти, де воно технічно немає співпадіння, де якість, наприклад, тих самих північно-корейських снарядів далеко не така, яка б навіть бажалася россиянам. Между тем, о критической ситуации в Авдеевке сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко. Россияне обошли украинские боевые позиции и закрепились в застройке. Российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город северо-востока со стороны Авдеевского карьера, если говорить условно. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников остаются сотни метров. Однако, по словам экспертов, ситуация не является безнадежной. Российский прорыв все еще можно ликвидировать. Над этим сейчас работают украинские защитники. Поднять дух бойцам решил президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил передовые позиции в селе Работино в Запорожье. По-перше, маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити хлопців. Ви наші воїни на ваших плечах, така складна вирішальна місія. Відбити ворога і перемогти в цій війні, я вам бажаю цієї перемоги. Президент пообщался с военными, а также вручил награды. Он подчеркнул, что все адекватные люди в мире понимают, что у украинских воинов сложная работа, и все украинцы ими гордятся. Работино в Запорожской области является одной из самых горячих точек на линии фронта. В последнем отчете Генштаба ВСУ заявлялось, что Россия активно пытается оккупировать село. Бельгия предложила странам G7 план разблокировки активов РФ для передачи их в пользу Украины. Согласно плану, союзники могут выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя активы РФ в качестве залога, что заставит Москву начать платить за свою захватническую войну. По данным источников, в таком случае коалиция стран потребует от России выплаты долга, а если она этого не сделает, то наложит арест на замороженные активы.
Первый этап – это арест российских активов, государственных, корпоративных, то есть российских компаний, и частных, то есть российских граждан, бизнесменов, политиков и так далее. Первый этап – арест. Второй этап – это конфискация этих активов у собственников, то есть у российского государства, у российских компаний и у российских граждан. И третий этап – это передача этих активов третьей стороне, то есть Украине. Вот эти все три этапа надо последовательно соответственно международному праву, и как-то обойти какой-то из этих этапов невозможно. На сегодня в больших объемах уже исполнен первый этап — арест российских активов. Мы знаем сумму $300 миллиардов, это российские государственные активы, которые уже арестованы по всему миру, где они были размещены. Частные активы и корпоративные, еще продолжается процесс их ареста. В США также работают над конфискацией активов России. На прошлой неделе комитеты Сената и Палаты представителей одобрили законодательство, которое создаст условия для передачи активов в Украину. Политзаключенный, которого мы заслужили, Игорь Стрелков может отправиться добровольцем на войну в Украине. Об этом сообщил его адвокат. Он напомнил, что после начала боевых действий Стрелков неоднократно говорил, что хочет уйти на фронт. Однако всякий раз для него создавали, цитирую, провокационные и оскорбительные условия, чтобы он не мог туда попасть. Я не исключаю, что в результате этих событий возобладает здравый смысл, и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным, а именно противодействовать врагу, Украине, которая, он считает, что должна исчезнуть. Поэтому еще не вечер. Уголовное дело против Стрелкова было заведено после постов в его телеграм-канале. В первом шла речь о возможной сдаче Крыма, а во втором – о проблемах с выплатами военным. Однако арест бывшего полковника ФСБ состоялся после его резких заявлений в адрес российского диктатора. Не успел Трамп вернуться к власти, как уже развязал войну. Союзники 45-го президента вступили в схватку с Тейлор Свифт, одной из самых популярных певиц мира. В 2020 году Тейлор впервые заявила, за кого будет голосовать на выборах. И это был соперник Трампа, Джо Байден, который в итоге победил. Насколько в этом была заслуга Свифт, трудно судить. Новая избирательная кампания совпала с ее пиком популярности. О политической влиятельности певицы говорят факты. В прошлом году Свифт призвала фанатов в Инстаграме, где у нее 280 миллионов подписчиков, зарегистрироваться в качестве избирателей. В тот же день это сделали более 35 тысяч человек. Их смотрят миллионы американцев, и, конечно же, Тейлор Свифт на сегодняшний момент самая популярная представительница шоу-бизнеса в Соединенных Штатах, если не вообще в мире. У нее не миллионы, у нее миллиарды поклонников по всему миру, и, конечно же, ее влияние на мозги, прежде всего, молодых американцев велико и несравненно выше, чем влияние любого американского политика или какого-то другого общественного деятеля. Такой рейтинг не мог не вызвать паники у сторонников Трампа. На канале Fox News, это главный республиканский канал, активно обсуждается тема, является ли Тейлор Свифт агентом Пентагона. А ведущий Джесси Уотерс задался вопросом, кто приказал певице звать молодых людей на выборы. В 2020 году произошла такая интересная история, когда она уже публично выступила, опять же, с критикой Трампа в поддержку демократов и в поддержку кандидатов от Демократической партии на промежуточных выборах. И принесла им очень много голосов молодых избирателей американцев. Поэтому сейчас естественно, что консервативная Америка, сторонники Трампа очень и очень опасаются ее публичных выступлений в поддержку Джо Байдена и демократов. В такой ситуации Байден намерен сконцентрировать свою кампанию на двух темах. Трамп угрожает демократии и праву на аборт. Однако ему нужны влиятельные лица, вне классической политики, чтобы компенсировать слабые места, начиная с его преклонного возраста. С такой точкой зрения, как пишет The New York Times, поддержка Тейлор Свифт будет самой смелой мечтой. По информации издания, окружение Байдена предложило ему появиться на сцене во время концерта Свифт.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях, Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.